Ольга, кто там? Что там за псина? Ты чё, блин? Ты чё, с ума сошла? Всем привет! Я вернулась с работы и еще не сушилась, ничего. Собралась готовить, кушать. В общем, захотелось мне куриных котлет. Я хотела сначала заморочить, сделать как раньше. У меня раньше не было вот этой штуки. И я делала рубленые. Но, думаю, что я буду мучиться. Там нужно очень мелко нарезать. Я решила не запариваться настолько. Сейчас мы все достанем. Я решила просто покрутить и сделать, как я уже делала после того, когда у меня появилась эта великолепная вещь. Варварка убежала в школу только что, недавно. Вот. Она сегодня опять со второй смены, но они вроде недолго там вообще учатся. Так что быстренько отучатся. У нас сегодня плюс английский. Пойдем на английский. С английским вообще тема. Я не знаю, для чего люди усложняют себе жизнь. Каждый месяц какие-то разборки по поводу оплаты. Висит у нас, знаете, заходишь на английский, висит объявление. Каждый раз допустим, за апрель нужно оплатить до 5 апреля за занятия. Но в этом году какой-то просто трэш творится. Постоянно по поводу оплаты какие-то непонятности. У нас учительница уезжает, то ли она учится, то ли что она делает, хрен бы ее знал, честно, не знаю. И вот, она уезжает, и раз в полгода детей наших добросовестно бросает на 3 недели. И у нас тогда подменный учитель. Ладно, хрен бы с ним, с этим подменным. Я уже рассказывала, как нам хотели поставить 3 воскресенья подряд. Но суть сейчас не в этом. В общем, оплату присылает. Вчера наговаривает нам в голосовое. Типа, я за апрель не могу посчитать, отчетов нету. А мы за апрель, у нас был пропуск 2 урока, и мы их отработали. И она считает, будто без них. А в прошлом месяце у нас не доставили 2 урока. Но мы их уже оплатили. А она это не считает. Я возмущаюсь, ей пишу. Она такая... Ну, вы, наверное, раньше оплатили. Блин, написано до 5-го. Я узнавать начинаю числа 15-го. Есть ли это на оплату? Уже ведомость. Она пишет, я скину попозже. Но в том месяце я спросила про выходной, как бы 8-й был выходной. И все. Ну и там дальше понятно, что у нас 8 занятий. И я оплатила. Вот, вы оплатили раньше, не дождались извещения. Сегодня, к слову, 26 число. Она только еще скидывает. Зачем вы написали, что нужно оплатить до 5 числа? У нас до этого, кстати, было, ну, в этом плане очень строго. 5-го не оплатил, уже где-то числу к 10-му начинают нам напоминать. Типа, почему вы не оплачиваете? А тут вообще какой-то бред. Ну, понятно, им сейчас неохота делать, видать, перерасчет. Они сразу считают на этот месяц. Ну, и получается, она нам эти 2 дня не посчитала. Ну, вот вы раньше заплатили. Я говорю, так мне заплатить минус 2 урока этих, которых не было. В итоге ни одна я так не заплатила. Много, потому что она потом скинула в основную группу, у нее спрашивать начали про оплату. Вот. Она говорит, нет, платите по извещению, потом в мае уберем эти 2 урока. Вот 100% я вам обещаю, я расскажу именно эту историю в мае. Она забудет. Она опять посчитает без этих уроков. Ну, благо у меня есть переписка. Я каждый раз перед тем, как оплачивать ей, отправлять чеки, я захожу в эту переписку, и последнее как раз у меня по этому поводу написано. Капец, бред какой-то. Сами придумают. Ну, сделайте вы, ну ладно, сделайте вы там конец месяца. Все, я вам в конце месяца скажу, все, никаких вопросов. Не хочется, раз ей не хочется считать перерасчет за предыдущие месяцы. Потому что если вот я раньше, получается, заплатила, ей надо тот месяц поднимать, а так она в этом посчитала, и все, и отвалите от меня. Нахера вам мне пересчитывать вас? Ну ладно, такая фигня, и это не государственное заведение. Мы ходим как бы на английский на дополнительный. Но у нас есть и государственное. Но там платные курсы тоже.
Такая же фигня. Заплатили за вокал. Нету уроков, не было, учительница болела. Она сдает, ну, они говорят, мы пока типа не можем, как-то они мне говорили, что еще с больничной не сдан. Тут середина месяца больничный сдан. Они нам скидывают оплату. Хренакс, у нас полная оплата. Я пишу, почему полная оплата, если у нас не было занятий? Начинаются разборки. Вот. Еще учительница не скинула еще что-то. Короче, всякую херню потом раз, и появляется нормальная оплата. Ну, блин, потому что в прошлом году была такая ситуация уже. Я в этом прям досконально слежу. Была с английским тоже. Заплатили, перерасчета не было. Потом я не уследила это, уже позже заметила. Ну и потом как бы уже доказывай, что ты не верблюд. Вот. Короче, нарезала я мясо. Туда буду добавлять только сушеный чеснок, соль и перчика чуть-чуть. И все, и буду жарить. 2 яйца и немножко, ну, насчет муки. Я не знаю. Не 2 яйца, 1 яйцо я добавлю. Насчет муки, вот не знаю. Я это как-то делала, прям они у меня были такие жидковатые, как типа оладушек я прям наливала. Но тут, наверное, я так не буду заморачиваться. Но яйцо точно туда добавляем. Чеснок обязательно и соль. Что все. Вот такая вот красота у меня получилась. Вот не знаю, ждать Алену, написала ей. Написала ей, когда она будет дома. Думаю, то ли ждать ее, то ли сама кушать. Я, наверное, покушаю, не буду никого ждать. У меня еще гречечка есть. Гречка и котлетка. Так что всем приятного аппетита. Дырка это вентиляция. Дырка. Мы пошли на английский. Что-то у нас не видно. Я эти шапку не поправила. Что это там за 333 майки? Это какая всего лишь шапка? На улице вроде тепло. Сейчас на солнышко выйдем, так поймем. Мне интересно, они собираются отсюда убирать? Вот эти. Ага. Короче, переезжали, и вот видите, оставили. От шкафов вот эту вот часть оставили. Но походу они уже все увезли. На улице, короче, шкаф построили. Но интересно, они собираются за собой убирать или нет. А то у нас люди такие хрюшки, что ну и ладно, кто-нибудь потом уберет, может быть. Варюшка в магазине. Она там выбирает, как всегда. Меня разводит. Что, нету чипсов? Смотри, какие красивые сделали. Вообще. А я нашла чипсы, представьте, сырное ассорти с медом. Что, есть такие? А что, разные? Нет, я просто показываю. Просто показываешь. Красивые упаковки просто. Обмени. Рифленые вкусней. 100%. Я люблю рифленые. Я вот такие вообще. Ну, не знаю, смотри, сама Алене возьми, как обычно. Вернулись с английского. Забежали в магазин. Сейчас я быстро все покажу. Можно я быстренько расскажу? Давай. Мы оторвали Сергея Смирнова с подъезда. Оторгали. Кто-то знает уже Сергея Смирнова. Короче, Мужик раздражающий. Мужик, Единая Россия, и он поздравляет с... Просто написано с праздником и георгиевская ленточка. Я так поняла, за хером их на подъезды расклеили. Вот такая ряха висит. Короче, он меня взбесил, я его отклеила. Оторвала. Надеюсь, это не преступление. Ой, его везде одного расклеили. Я не знаю, что это за чел. Вообще. Так, взяли яйца. Кроме преступления, мы еще были в магазине. Падает молоко. Шоколадку взяла. Представляете? Сметанки. Маленькую шоколадочку. Мне просто 2 надо. На вечер, это на вечер. Не кричи. Мне надо было 2. А я посмотрела Альпенгольд. Мне надо на торт, короче, вверх заливать. Посмотрела Альпенгольд. Он 85 грамм, 2 шоколадки, это 170 грамм. Здесь 200. И она дешевле. Думаю. Но только вот я ни разу не брала вот этот шоколад. Я надеюсь, он нормальный. Так, я взяла там для унитаза средства и взяла меланиновые губки. Потом не смогла дозвониться до Алены, забыла посмотреть. Варвар, прекрати. Извини. Муку взяла, не знаю, просто есть у меня нет. Мне завтра печь торт. Сахар, собственно. Орехи. Арахис. Забыла, какие орехи. Это все на тортик. Потом на торт мне нужен маргарин. Как в детстве. И какое-то вот такое масло взяла. Почему-то не было, которое я обычно беру, хорошее. Я хотела для крема взять именно хорошее масло. Тащи еще 1 пакет. Плясать. Плесунья. Да. Что-то нос текет, ничего не пойму. На улице тепло.
А домой заходишь и течет нос. Короче, можно я скажу сама? Мы решили, даже не будем никогда больше покупать чипсы, потому что ну зачем типа тратить просто так на них деньги, как бы, ну, странно, да. Да, дай мне пакет, пожалуйста. Все, иди, спасибо. Ну, девчонки взяли чипсы, а я что-то захотела, думаю, возьму погрызть. Что ты взяла? Ты. Так, в Мария Ра увидела... Варя, ты мне сегодня не мешаешь. Вот такую моцареллу, которую плавить, алтайская, решила попробовать. И цена довольно-таки... Здесь почти... Так, 268 грамм. И она стоит... Блин! Там, наверное, цена была за 100 грамм. Я еще посмотрела. Думаю, что-то дешево. А потом, когда рассчитывалась, у меня получилась большая сумма. Лохоть судьба. Я подумала, что это за упаковку, а сейчас смотрю, на ней не ровное количество, значит, это за килограмм было. За килограмм 81 рубль. Ой, за килограмм, за 100 грамм. Охереть, она дорогая. Какого хрена я ее взяла? В общем, бумагу взяла. И взяла это тоже на торт, вареная сгущенка. Ну, в общем, и все. Так, это мы выкинем сейчас. Все покупки. Нас пока не было. Алена добросовестно дрыхла. Вот она встала. Я ее так давно не показывала. У меня, кстати, там лежат мои тетради с записями рецептов. Я еще как бабуля. Я потому что, если не записала рецепт и не пользуюсь им там долго, его потом найти вообще нереально. Блин. Даже если вы сохраняли, его где-то сохраняешь, потом ищешь, это все надо пересматривать. Мне проще записать, это уже думаешь, что это знаешь, что это проверенный рецепт. Простите, что в горле прям вообще капец. И ты по нему готовила, и никаких других ингредиентов там нет лишних, потому что бывает рецепт, название одно и то же, рецепты с какими-нибудь своими добавками. Чем можно заниматься на ночь глядя? Дети собираются спать. Кто-то завтра не учится. Собираешься, быстрее там все вещи спортивные, пожалуйста, убери. Смотрите, какая. Угу. Ты ходишь, только карточки показываешь. А я завтра планирую уборку. И решила убраться в шкафу, где обувь, на ночь глядя. Ну, почему бы и нет. Тут надо убрать, которая у меня вымыта, и еще помыть зимнюю, осеннюю, все поубирать. Там еще вареный. Мама говорит, что это похоже на... Сон... Я не запомнила, как ее зовут. Сон Хи-юн. Что-то... Да, Сон Хи-юн. Мне они сказали, что вообще не похоже. Да реально она не похожа. Загуглите, кто такая Сон Хи-юн и кто такая Чирион. Это вообще два разных человека. Возможно. Давайте без этого вот. Да, так сразу она поменялась. Она милая. Так, иди быстрее, пока Аленка моется. Давайте попрощаемся. Убирайся, да. А мы будем с вами прощаться. Я доубираю тут, наверное. Оставлю, наверное, что мыть на полу, просто будет стоять. Или помою, чтобы оно высохло. Наверное, я помою на балконе. А у меня новый браслетик. Вообще офигенный. Скотч-летик. Всем спокойной ночи. Пальцы стрел. Да, забыла. Всем пока-пока.